Его Святейшество Махариши Махеш-йоги. Серия исторических лекций. Выступление Махариши с основным докладом на ежегодной конференции Всеамериканской ассоциации работников высшего образования. 1973 год. Компания MIU Film представляет. Связь высшего образования с качеством жизни. Марта 1973 года. Всеамериканская ассоциация работников высшего образования. Каждый год Всеамериканская ассоциация работников высшего образования проводит конференцию для обсуждения основных проблем современных университетов. В марте 1973 года более 3000 ведущих работников просвещения собрались в Чикаго, штат Иллинойс, чтобы рассмотреть то, как состояние высшего образования связано с качеством жизни. С основным докладом выступал Его Святейшество Махариши Махеш-йоги, основатель нового созидательного разума и Международного университета Махариши. Для меня большая радость представить этой августовской ассамблее работников просвещения этой самой созидательной страны мира результаты моих размышлений об образовании, высшем образовании. Общеизвестно, что в течение десятилетий и веков образование сталкивалось с проблемами. Оно не было вполне удовлетворительным. Всегда чувствовалось, что ему чего-то недостает. И не секрет, что каким бы ни было образование раньше, и каким бы оно ни было сейчас, оно не воспитывает всесторонне развитую личность. Как мы видим, существующая система образования не обеспечивает такого качества жизни, какое, как предполагается, должно быть у образованного человека. Где-то в ней чего-то недостает. Я слышал, как ректор университета Бой вчера и доктор Кросс сегодня сделали прекрасный обзор того, что дает современное образование. И они пришли к заключению, что где-то в нем чувствуется нехватка чего-то. Как заполнить этот пробел? Вот вопрос. И я тоже так считаю, что образованию определенно чего-то не хватает. Чего же не хватает? Я думаю, это должно стать совершенно ясным. Если мы рассмотрим процесс получения знания, мы увидим, что у знания есть две стороны. Объект знания и субъект знания, познающий. Современная система образования дает знания об объекте, но упускает знания о субъекте, знания о познающем. У потока знания два берега. С одной стороны объект, с другой познающий. Это две точки отсчета, познающий и объект. Первая точка отсчета — познающий. Это очень важно, потому что мы знаем, знание таково, каков познающий. Когда ум вялый, когда ученик сонный, то качество знания будет отличаться от того, которое он получит, будучи совершенно пробужденным, бодрым и свежим по утру. Совершенно другое. Восприятие совсем другое.
понимание другое, эмоции другие. Знание различно в различных состояниях сознания. Это совершенно ясно. Мы знаем это по своему собственному опыту. И что дает образование? Знание о физической стороне. Физические понятия. Физика, химия, биология, астрономия. Существуют различные дисциплины, дающие информацию о различных областях жизни. В них все правильно, ничего неправильного в них нет. Но нас интересует то, чего же не дает образование. И это знание о познающем. Без знания о познающем, если познающий находится в неведении относительно себя самого, тогда вся структура знания как бы лишена основы. Основа знания — это сознание познающего. Основа — это познающий. Но если познающий в темноте, если познающий не знает самого себя, то совершенно очевидно, что вся структура знания, вся область знания не имеет под собой никакой основы. И такое знание без основы может приносить только неудовлетворенность. Знание, которое дает современное образование, не приносит удовлетворения. Оно обладает своими важными ценностями, но эти ценности на объективном уровне жизни, а ценности субъективного уровня жизни отсутствуют. Человек не удовлетворен. И все же благословение образования, благословение знания поддерживает развитие в объективной сфере жизни. Так что прогресс и удовлетворение есть в любой области, в которой образование компетентно. Образование компетентно предоставляет знания об объекте, и поэтому развивается объективная сфера. Образование не затрагивает сферу субъекта, и поэтому сфера субъекта, сфера познающего, остается вне познания. И сейчас самое время дать знание о познающем наряду со знанием всех дисциплин. Я так счастлив говорить об этом. Это знание о познающем, знание во всей его полноте, во всей его всецелостности так легко приобрести. Трансцендентальная медитация дает непосредственный опыт того, чем является познающий. Говоря о познающий, очевидно, что под этим словом мы имеем в виду сознание, сознание человека, внутреннее «я» или сознающий ум. Трансцендентальная медитация приводит наш сознающий ум в ту область сознания, которая, как мы говорим, является обителью всего знания. Это прекрасное выражение. Сознание — обитель всего знания. И при помощи трансцендентальной медитации мы открываем свой сознающий ум этой обители всего знания, полю чистого знания, и таким образом узнаем во всей полноте, чем является познающий. И это познание на собственном опыте того, чем является познающий, устраняет невежество относительно познающего и восполняет недостаток основы всего знания. Мы говорим «обитель всего знания», «сознание», «обитель всего знания» просто по той простой причине, что какое бы знание мы ни получали через восприятие, через действие, с информацией, через слух, все импульсы информации проходят через наши органы чувств и достигают чего-то лежащего глубоко внутри нас, на уровне нашего сознания, на уровне сознающего ума, на уровне, где находятся эмоции. Одним словом мы говорим, на уровне сознания. И это поле сознания, это то поле, где откладывается вся информация.
И вот почему мы говорим, сознание — это обитель всего знания. Это сфера познающего. Именно к познающему устремляются все потоки знания и откладываются в нем. Так познающий получает знание. Без практики трансцендентальной медитации, как мы видим, нет никакого другого способа прямого познания сферы сознания, прямого раскрытия сущности познающего нашему сознанию. И пока познающий остается скрытым из виду, невозможно обладать знанием о познающем, а при отсутствии знания о познающем, знание об объекте лишено основы. Какие бы успехи ни приносило образование, очевидно, что развивался физический, материальный уровень общества, жизни. Но сфера сознания оставалась незатронутой. Познание ее на собственном опыте оставалось без внимания. Какие-то аспекты философии, психологии, похоже, содержат некоторые догадки об этом предмете, но это не полное знание о нем. В первую очередь именно прямой опыт привносит это качество, как бы пробуждая познающего, и с этим пробужденным состоянием познающего знание оживает. Это серьезный вопрос. Почему во всех странах во всем мире большинство учащихся, окончив школу, не хотят учиться дальше? Высшее образование для роста сознания, и каждый гражданин должен иметь высокое сознание. Почему бы каждому не стать доктором наук, или, по крайней мере, магистром, или еще кем-то в этом роде? Чего-то недостает в процедуре обучения, из-за чего человек либо не чувствует энтузиазма к дальнейшему приобретению знаний, либо учеба просто надоедает ему. Большинство учащихся, окончив школу, прекращают учебу. Но тут может быть множество разных причин, экономические или еще какие-то. Но если мы проанализируем состояние сферы образования, то мы обнаружим, что в современной системе образования, по мере того, как человек изучает все больше предметов, в любой области, физиологии, истории, любой, человек обнаруживает, что чем больше он учится, тем более широкая область неизвестного расстилается перед ним. По мере того, как человек продолжает узнавать все больше и больше в какой бы то ни было области, он обнаруживает, что еще большее поле неизвестного простирается перед ним. И что происходит? Незнание предмета растет быстрее, чем знание его. Просто если проанализировать эту ситуацию, и когда незнание растет с большей скоростью, знание не может угнаться за ним. Система образования не способна удовлетворить жажду знаний. Образование должно быть таким, чтобы оно удовлетворяло тягу человека к знанию. Все дисциплины необходимы, но объем знаний столь велик, а время жизни столь непродолжительно, что это не позволяет всесторонне овладеть всеми дисциплинами.
И со все большим количеством научных исследований объем знания увеличивается во всех областях. Ограниченность времени жизни не позволяет овладеть всем знанием. И поэтому человек не может стать знатоком во всех областях жизни. Хотя образование должно быть таким, чтобы сделать человека компетентным во всех областях жизни. Должен быть какой-то выход из этой ситуации. И этот выход когда мы анализируем, что дает образование, инженер, он изучает это. Он не всегда помнит все формулы. Но когда ему нужно построить мост, все формулы сразу же приходят к нему в голову. Вот они. Так что образование позволяет человеку делать что-то, и при этом ему не нужно постоянно держать в уме все. И поэтому инженер чувствует себя уверенно. Он знает, что сможет решить любую задачу. Образование, по сути своей, воспитывает сознание человека, воспитывает эмоции, понимание его, так, что он чувствует, что обрел некую основу. Больше не набрасывается на все с жадным любопытством, как голодный на еду. Он уже чувствует определенное удовлетворение. Чувствовать себя уверенно, как дома, с любой задачей. Таковым должен быть главный результат образования. Когда поле сознания входит в сознающий ум человека, то по той простой причине, что сознание — это дом всего знания, сознание человека наслаждается этим ощущением, как у себя дома, с чем бы то ни было. Вот техника, ключ к достижению удовлетворения, даже если человек не может изучить все предметы и благодаря этому стать специалистом во всех областях жизни. Даже если это невозможно, то возможно другое. Выстроить дом всего знания на уровне собственного сознания. Если осознающий ум человека открыт полю чистого сознания, дом всего знания выстраивается на уровне сознания человека. И на этой основе он может чувствовать себя уверенно, как дома, со всем чем угодно. Таков дар образования в самом широком смысле. Специализация совершенно необходима, но в силу того, что человек не может специализироваться во всех областях, хотя жизнь и требует того, что человек должен стать специалистом в каждой области. Но время не позволяет овладеть специализацией в каждой области. Поэтому, когда мы становимся специалистами в какой-то области, когда мы специализируемся в одной, двух, трех областях, мы действуем через технику сооружения обители всего знания на уровне сознания человека. Это было целью междисциплинарных наук. Но из-за того, что общая основа всех дисциплин, поле чистого сознания, не было познано настолько, чтобы она могла обосноваться на уровне осознающего ума человека, и поэтому заветная цель междисциплинарных наук оставалась неосуществленной.
было установлено, что сознание — это обитель всего знания. Было установлено, что оно является общей основой всех дисциплин. Было обнаружено, что оно является общим звеном, которое может связывать все дисциплины. И поэтому знание и прямой опыт чистого сознания — это то средство, с помощью которого образование может стать полным. В теперешнем его состоянии образование не полно, потому что оно занимается только знанием об объекте и не дает знания о субъекте. А когда человек сможет открыть свой сознающий ум полю чистого сознания и будет знать все о нем теоретически, практический опыт и теоретическое знание о сознании, которое является обителью всего знания, восполнит этот пробел в образовании. И тогда обе стороны познания, процесса познания, обе стороны, познающий и объект, и тот и другой предстанут в свете знания. Оба будут открыты сознанию человека, и тогда образование будет полным, жизнь будет полной. Далее, говоря о сознании, существуют различные состояния сознания. И мы все знаем, знание меняется. От ночи к утру, далее к полудню, к вечеру. Оно то притупленное, то совершенно отключается, то оно совершенно ясное, пробужденное по утрам, свежее. Так что сознание — это нечто изменяющееся. И знание меняется с изменением состояния сознания. В состоянии сна может быть так, что этого зала не будет. Вместо него может появиться баньяновое дерево. В состоянии сна со сновидениями может быть что-то другое. Различные состояния сознания содержат различное знание. Должно быть что-то, что сделало бы знание достоверным. А так, поскольку сознание меняется, знание также подвержено переменам. И в сфере перемен с чем сталкивается человек? С непоследовательностью, хаосом, неразберихой. И поэтому необходимо стабильно установить такой уровень сознания, который не будет меняться, для того, чтобы знание об объекте было последовательным. Нужно установить не меняющийся уровень сознания на уровне осознающего ума человека, для того, чтобы выстроить обитель всего знания в сознании человека, в сознающем уме человека или на уровне эмоций человека. Не меняющееся состояние сознания. Существует уровень сознания, который не меняется, который можно сделать не меняющимся. И это то трансцендентное сознание, которое применительно к сознающему уму является безграничным сознающим умом. Ничего, что эти слова могут показаться слишком громкими, но когда человек переживает это, он обнаруживает, что именно эти выражения по-настоящему передают характер этого чистого сознания, трансцендентного сознания. В трансцендентальной медитации человек получает опыт более тонких состояний мысли, и затем ум, получающий этот опыт, выходит за пределы наитончайшей мысли. Он переходит в состояние покоя. Это покой, но его отличает совершенная пробужденность. Это не покой глубокого сна.
Это называется трансцендентным сознанием. Ум вышел за пределы восприятия наитончайших состояний мысли. И остается только чистое сознание, только думающий, остается лишь один познающий в своей истинной сути. Это безграничное сознание. Никаких границ, никаких мыслей. Чистое сознание. Психологи говорят нам, что человек использует только 5, 10, 15, 16% ума. Полный потенциал ума не используется. Полный потенциал ума — это вот этот ум в спокойном состоянии, трансцендентное сознание, которое находится в покое, но это пробужденный покой, трансцендентное сознание. Это обитель всего знания, источник мысли, который есть чистое сознание. Именно отсюда, подобно ряби, появляющейся на спокойной поверхности океана, подобно этой ряби, из спокойной поверхности чистого сознания возникают все мысли. Мысли — это волны творческой энергии, волны созидательного разума, которые преобразуются во всевозможные действия, деятельность и так далее. Но именно из этого чистого сознания появляется все вдохновение, все постижения, все эмоции, все мысли. Это поле, на котором запечатлевается знание, и мы просто называем его обителью всего знания. Если оно не открыто сознающему уму человека, то обитель всего знания не выстраивается в его сознании. Именно этого недостает образованию. Нужно дать познающему возможность подняться до высот своего полного потенциала, и тогда с этой высоты перед ним откроется возможность обретения знаний. Занятия трансцендентальной медитацией нужно ввести в учебные планы наряду с изучением любой дисциплины, каждой дисциплины, так, чтобы по мере накопления знания познающий становился бы все более и более пробужденным в самом себе. И с этим сооружением обители всего знания любое знание, которая поступает извне, становится волной сознания человека, его собственного сознания. Это прекрасный момент. Тогда каждая область знания будет порождать в человеке волны его собственного сознания. И это приведет к настоящему овладению знанием. Знание станет неотъемлемой частью жизни человека. Оно не будет оставаться где-то вовне. И именно это делает его человеком знания. Когда знание становится неотъемлемой частью жизни человека, неотъемлемой частью сознания человека, тогда каждая волна знания становится волной счастья, волной удовлетворения. И тогда, в результате этого, каждый студент будет хотеть учиться еще, еще и еще, и звание доктора наук будет притягательно для всех. По окончании школы ученики не будут больше бросать учебу, и мы будем создавать всесторонне развитых людей. Поведение граждан будет на высшем уровне. Это будет идеальное поведение. И удовлетворение от жизни будет абсолютным. Удовлетворение личных потребностей и прогресс, процветание всего общества. Все это будет достигнуто, когда обитель всего знания, это поле чистого сознания, станет привычным для нашего сознающего ума. И достичь этого так просто. Это занимает 10, 15, 20 минут утром и вечером, и от самого начала до конца весь процесс перехода внимания на этот уровень спокойного, но совершенно пробужденного состояния ума абсолютно естественен и приносит огромное удовольствие. Таков опыт сотен тысяч студентов, учителей, родителей, всех. Так можно восполнить этот недостаток в образовании, отсутствие знаний о познающем.
путем открытия нашего сознающего ума полю чистого сознания, и результатом этого будет то, что образование станет полным. Только неполное образование не достигает цели. Ситуация сейчас очень благоприятна. Каждый университет работает самостоятельно. У него свой собственный учебный план, свои собственные предметы, правила, все, просто как правительство. Если мы можем преподавать то, что хотим, тогда мы должны преподавать так, чтобы получать желаемые результаты. И, конечно же, мы хотим воспитывать полностью развитых людей, которые смогут позаботиться и о себе, и о других, которые сами не будут обузой для общества, и которые будут благословением для окружающих. И это случится, когда мы с помощью образования воспитаем всесторонне развитого человека. И для этого необходимо лишь введение трансцендентальной медитации и знание о получаемом в ней опыте. За последние 3-4 года было проведено столько научных исследований по трансцендентальной медитации в этой стране, и в Германии, и в Англии, что на основе этой систематической процедуры трансцендентальной медитации возникла новая дисциплина, новая наука, наука созидательного разума, потому что это поле чистого сознания, это поле созидательности, оттуда появляются импульсы вдохновения, в виде импульсов созидательного разума. И его источник — это чистое сознание и изучение возникновения потоков созидательности и развития созидательного разума. Изучение всего этого было проведено таким систематическим образом, что возникла целая новая наука. Неважно, как она называется. Главное, что качество знания, теория и практика этой науки очень систематичны и совершенны, и познание этого всего на собственном опыте очень просто, а результаты очень значительны. И теперь преподаватели Международного университета Махариши представляют науку созидательного разума, представляют каждую дисциплину в свете науки созидательного разума. И это прекрасная работа. И всем тем, кого волнуют проблемы высшего образования, и кто чувствует недостаток некоего важного элемента в образовании, будет очень интересно, познавательно, полезно просмотреть каталог МАЮ, в котором говорится, что независимо от того, какой предмет студент выбирает, он получает это знание науки созидательного разума, практику трансцендентальной медитации и все знание о ней, все знание о созидательном разуме. И нужно добавить эти курсы науки созидательного разума к занятиям любым предметам, ко всем предметам. С самого начала, сразу после поступления в университет и год за годом, по несколько недель в начале, и это будет решением всех проблем в образовании. Совершенно очевидно, что если есть проблемы, это значит основа слабая. Где проблема, там где-то рядом и слабость. Проблемы в образовании означают, что есть какое-то слабое место в образовании.
И что это за слабое место, мы только что проанализировали. Образование ориентировано только на объективную область, на изучение объекта, и не затрагивает субъект. И таким образом отсутствует знание познающим. И в этом слабость современного образования, которую можно полностью устранить путем введения этой процедуры познания на собственном опыте чистого сознания и знания, которое несет наука созидательного разума. Мы устраняем главную слабость и таким образом даем возможность цветку образования, цветку знания расцвести во всем его величии. В этом поколении сейчас, с этим знанием науки созидательного разума и с этой естественной техникой ТМ, нам не нужно уже так сильно беспокоиться о том, как можно улучшить качество жизни, потому что уже есть ответ на это как. Совершенно простым, естественным образом качество жизни улучшится благодаря тому, что будет устранена главная слабость жизни. Полный потенциал ума развивается, когда открывается эта безграничность переживания чистого сознания. В настоящий момент сотни университетов и колледжей, даже средних школ, вводят в свои программы науку созидательного разума. И это уже не просто надежда. Сейчас это уже на уровне осуществления. И это не опробование чего-то нового. Это знание доказало свою ценность. И мы только должны внедрить это как можно более основательно в своих собственных учебных заведениях. И в результате, как показывает опыт последних 3, 4, 5 лет, студенты будут счастливы, учителя будут счастливы, родители будут счастливы, развивается нечто, являющееся глубочайшей сущностью жизни. И это для всех. Мы вполне в силах осуществить это, введя НСР в учебные программы, обеспечить в этом поколении совершенное знание и посредством этого развить полный потенциал жизни. Такое прекрасное качество жизни будет тогда достигнуто. А это ведь всегда было целью образования. Сейчас у нас в руках процедура. И что заставляет ум? Мы говорим, что ТМ — это естественный процесс. Давайте проанализируем это. Почему он естественный? Существует сила эволюции. Мы смотрим вокруг и видим, что все растет. Рост естественен для жизни. Эволюция естественна. Мы знаем это на основе своей интуиции. Тенденции нашей собственной жизни говорят об этом. Мы хотим, чтобы всего было больше и больше и больше, больше знания, больше счастья, больше силы, больше богатства, больше всего. Это естественно для жизни, потому что существует сила эволюции, которая требует от нас идти вперед и развиваться все больше и больше. Это естественная тенденция жизни, заложенная в природу ума. И именно она побуждает его ко все большему расширению и заставляет его переживать все более тонкие состояния мысли, и автоматически побуждает его выйти за границы тончайшей мысли, пока ум не обретает это безграничное сознание. Естественная тенденция ума — двигаться по направлению к большему счастью, или к большему знанию, или к большей силе. Ум движется. Это мы знаем по своим собственным желаниям. Мы хотим больше этого, этого, этого.
И это совершенно ясно показывает нам, что естественная тенденция ума двигаться по направлению к большему и большему. И эта естественная тенденция ума, используемая в трансцендентальной медитации, ведет ум к безграничному расширению сознания, к чистому сознанию. Она успокаивает активность ума и делает ум пробужденным в покое. И это и есть это трансцендентное сознание, чистое сознание. Умственная активность прекращается, и что остается? Внутренняя пробужденность. И это безграничное расширение ума, это полный потенциал ума. Это подобно полному потенциалу волны. Волна реализует свой полный потенциал, когда она успокаивается, и затем становится совершенно ровной поверхностью океана, без ряби, без движения, становится безграничностью. Именно естественная тенденция ума позволяет процессу трансцендентальной медитации привести к этому состоянию бодрствования в покое, которое мы называем чистым сознанием, чистым состоянием ума или обителью всего знания. С практикой, по мере растворения стресса, это состояние ума будет сохраняться постоянно. И поэтому каждая мысль, каждый импульс вдохновения, чувства, понимания любого предмета будет происходить на основе чистого сознания. И когда это произойдет, расширенное сознание не позволит больше человеку совершать ошибки. Именно узость ума заставляет человека совершать те или иные ошибки. Прекрасное качество жизни, благодаря которому все автоматически идет правильно, без каких-либо особых стараний делать все правильно. И это означает безошибочное действие в эволюционном направлении. Эта привычка вырабатывается на уровне действий человека, когда безграничное сознание устанавливается в природе нашего сознания, в природе нашего внимания, в природе нашего осознающего ума. И это исправляет все эмоции, все устремления, проясняет понимание. Мышление всегда в правильном направлении. И правильное означает безошибочное, ведущее прямо к прогрессу. Это вырабатывается само собой, благодаря естественной тенденции ума двигаться по направлению к большему и большему. Это то, что делает трансцендентальную медитацию естественной техникой. И в силу того, что это совершенно систематическая процедура, и каждый шаг этого процесса переживается на собственном опыте, именно это сделало ее наукой. На каждом шагу мы получаем новые ощущения, опыт, и каждое новое ощущение можно проанализировать, можно тщательно рассмотреть, можно подробно объяснить. И интеллектуальное понимание, и прямой непосредственный опыт стали тем глубоким основанием, которое сделало это знание наукой, новой наукой, наукой, о которой можно сказать, что это наука, которая является основой всех других наук. Наука о познающем, систематическое знание о познающем. И процедура получения знания такова, что она развивает полный потенциал познающего. Это в высшей степени вознаграждающее знание. И имея это знание в этом поколении, нет никакого основания нам чувствовать озабоченность. Мы озабочены, конечно. Все поколения в прошлом были озабочены тем, что образование не позволяло достичь качества жизни, желательного для всех.
Это всегда оставалось предметом озабоченности. Но сейчас, к счастью, в этом поколении мы обладаем этим знанием, и нам необходимо лишь применить его на практике во всех отраслях образования, и мы создали бы тогда идеальную процедуру, идеальную систему образования. Нам ничего не нужно менять. Все хорошо. Нужно лишь ввести это знание в науку созидательного разума. В этот научный век нам удалось овладеть такой техникой, таким знанием, которое принесет осуществление самых высоких устремлений образования. Изменение систем преподавания, такая или такая или такая, это нечто слишком поверхностное, чтобы реально осуществить достижение идеала образования. Все, что мы делаем, это хорошо, не имеет значения, что мы там применяем, телевидение, радио, занятия на открытом воздухе и все такое. Все эти изменения приносят свою пользу, но высшее предназначение образования — воспитать совершенного человека, создать идеального гражданина, вселенского человека на земле, не будет осуществлено до тех пор, пока мы не предоставим знания о познающем. А ведь это все так просто. Таков мой вклад в сферу образования. В этом нет ничего нового. Древняя система. Только ее нужно выразить современным языком. Вы смотрели выступление Его Святейшества Махариши с основным докладом на ежегодной конференции Всеамериканской ассоциации работников высшего образования, записанное в Чикаго в 1973 году. Это одна из нескольких исторических лекций Махариши, которые сейчас можно приобрести в записи на видеокассетах. В эту серию также входят Махариши на озере Льюис, 1968 год. Речь Махариши на форуме в Гарвардской юридической школе, 1968 год. Многообещающая перспектива для всего человечества, Хьюстон, 1972 год. Махариши делится своими мыслями о правительстве с законодателями Иллинойса и Мичигана в ходе своего лекционного тура по этим штатам в 1973 году. А также Махариши в Роял Альберт Холле, Лондон, Англия, 1974 год. Дальнейшую информацию о возможностях приобретения этих видеокассет вы можете получить в Махариши International University Press по телефону 1-800-831-6523. В Байове звоните 515-472-1101.